Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Это всегда такие нежные и при этом уверенные прикосновения друг к другу. Девятое место. Став — это мы, наблюдающие, как эти бойфренды флиртуют. Этот момент самый очевидный. Просто Тэхён прикрывает лицо от смущения, а Чонгук смотрит с довольной улыбкой в камеру. Восьмое место. Совпадение или нет? На одном из фансайнов Тэхёна спросили, клубника или Чонгук, Бургер Кинг или Чонгук, Гуччи или Чонгук. Ответ Тэхёна был: я выберу Чонгука, мужчину с кучей денег. Красивый Тэйкук в закадрах той самой легендарной рекламы Кауэй, кисть Тэхёна поверх пальцев Чонгука были тогда горячее рекламируемой плиты. Кстати, знаете, как вызвать ажиотаж и повысить интерес к видео? Удалить его. Лайфхак от компании. Когда вы двое чуть-чуть слишком очевидные. Такие разные и так идеально подходящие друг другу. Вам так кажется? Это никогда не перестанет быть смешным. Выражение лица каждого — шедевр. Реклама Samsung. Задний план снова интересный. Седьмое место. Как можно не видеть этого?
Они ведь даже не пытаются скрывать. Шестое место. Поведение пары. Та самая пора, когда они активно дергали друг друга за косички. Такой очаровательный и игривый момент, и почему я его вижу только сейчас. Пятое место. Поскольку у Намджуна сейчас горячая пора, невозможно не вспомнить его выразительные реакции на выходки Чангука и Тэхёна. Восхищен его терпением, желанием спасти ситуацию, и хочется пожелать ему стальной выдержки, так как 2025 год будет искрить еще большим напряжением между этими двумя. Четвертое место. Забота. Когда Тэхён из-за съемок в Хваранах на 2 дня позже присоединился к ребятам на съемки первого Бон-Вояжа, и как сразу Чангук начал восполнять дни разлуки касаниями, поглаживаниями, взглядами. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп с рисовыми пельменями, жареные сосиски с кетчупом, закуска из соленых кальмаров, кимчи из редьки, персиковый сок. Завтрак Чангука, онигири с тунцом, карбонара из токпоки, салат из сладкого картофеля, шоколадные снеки. Обед Тэхёна, пшеничный рис, рагу из соевой пасты и тофу-дэйджанг, жареная острая свинина, листья из капусты и зеленый перец, ассорти кимчи, китайская капуста и маринованный молодой редис. Обед Чангука, куриная тортилья, картофельные жареные дольки, томатно-зеленый салат, молоко. Ужин Тэхёна, бурый рис, суп из говядины, жареные овощи с кровяной колбасой, блинчик из чеснока и лука, кимчи из пекинской капусты, кимчи из горчицы. Ужин Чангука, рис, суп с клёцками, жареная утка, блины из кимчи, кимчи из редьки. Новые видео с Бами.
А эта армия возле магазина обмениваются красотой. Как же хочется ощутить эту атмосферу, она невероятная. Чангук запустил в Твиттер такого Тэхёна 8 лет назад. Солдат, который прошел тренинг, такой же, как проходил Чангук, поделился своей историей и впечатлениями. «Я действующий военный, служу в поисковом батальоне 5-й дивизии. Я благополучно прошел тренинг в апреле этого года в составе 35-й бригады. Небольшая помощь и советы для военнослужащих перед тестом. Я знаю, что тест проводится во все 4 сезона, но для меня это был апрель. Вам может показаться, что это время года идеально для прохождения теста, так как не очень холодно и не слишком жарко. Но когда я тренировался, днем было очень жарко, а ночью холодно, и разница температур была очень большой. Вам нужно готовиться и к холоду, и к жаре. Мы проходили физическую подготовку с достаточно высокой интенсивностью. Ботинки, бронежилеты, бег по холмам 8 километров, нагрузка всегда была стабильной 5 дней в неделю. Я быстро адаптировался, и когда усердно работал над своей физической подготовкой, обратил внимание на трудности, которые у меня возникали во время нее, и, сделав выводы, смог справиться. Желание усердно работать привело к тому, что я получил звание особого воина. Физическая сила действительно важна. Вы наращиваете не только мышечную массу, но при этом тренируете свою кардиовыносливость и выдержку. Неважно, холод или жара, вам приходится продолжать двигаться, не имея возможности даже принять душ, так что это морально сложно, поэтому я надеюсь, что вы хорошо подготовитесь. Что было сложного? Прежде всего, самым трудным для меня была невозможность нормально помыться. В течение 2 недель тренировок не хватало питьевой воды, поэтому даже руки помыть было непросто. Я даже не хочу вспоминать о своем состоянии и о том, что чувствовал, когда не мог толком умыться все это время. Думаю, больше всего меня беспокоили 2 вещи – чувство дискомфорта и холод. Что было хорошего? Прежде всего, большинство солдат, желающих пройти такое обучение, рассчитывают на отпуск и дополнительный боевой отпуск. Но есть причина такого обучения. Это была буквально война. Если вам интересно, что было бы, если бы началась война, то неплохо попробовать пройти этот тест. Это была хорошая возможность поразмышлять о том, чего мне не хватает, каких навыков. Вещи, которые можно взять с собой. Прежде всего, я надеюсь, что вы возьмете с собой побольше еды. Влажные салфетки очень важны. Поскольку мыться нельзя, нет другого способа, кроме как протирать тело ими. Сухой шампунь, просто обязательно его возьмите. Во время обучения было очень сложно, и я много думал о том, не оплошал ли я с тем, что подал заявку на его прохождение. Но я многому научился в процессе и думаю, что значительно вырос во многих аспектах, во время подготовки к обучению и во время самого обучения. Это хороший опыт, так что не бойтесь и воспользуйтесь этой возможностью во время своей военной службы. Я рекомендую попробовать, если сможете. На этом мой пост окончен. Надеюсь, что все вы, кто сейчас служит, благополучно демобилизуются без каких-либо травм. Как он вайбит? Такой на чиле, на расслабоне, но такой горячий. Friends по-прежнему удерживает рекорд самого крупного дебюта песни K-pop в 2024 году в глобальном чарте Spotify. Я, конечно, ничего не утверждаю, но почти уверен, что все эти штуки в доме Тэхёна проходят примерно такую проверку.
Песня Чангука «Standing Next to You» была исполнена на концерте «Боймен» в Париже. Вот что интересно, у Намджуна в контракте прописан пунктик о дополнительных процентах за периодические пропуски сердечных ударов из-за Чангука и Тэхёна. Я бы уточнил этот пунктик при подписи. Тэхён в Твиттер 5 лет назад. Арми, давайте будем счастливы вместе. Чтобы жить было не так легко, нате вам этот эдит. Не зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Какой отец, такой и сын. Постер с Тэхёном в самом популярном подростковом немецкоязычном журнале «Браво». Журнал посвящен различным молодежным темам, таким как стиль жизни, музыка, спорт, кино, телезвезды. В альбоме Намджуна, возможно, будут Тэхён и Чимин. Арми в сети активно обсуждают возможное появление в альбоме Намджуна, Тэхёна и Чимина. Многие это говорят очень уверенно. Некоторые основываются на ранних фото и комментариях из инстаграма парней. В ноябре Намджун опубликовал пост о том, как Чимин делает макияж, потом ответил на комментарии Тэхёна и Чимина смайликом. Было бы очень здорово увидеть Тэхёна не просто в коллабе, а еще и в клипе. Но мы по-прежнему ждем юнит Чангука и Тэхёна. Тэхён в клипе Намджуна. Можем себе представить, будет весело, это точно. Коллекция рубашек Селин от Ким Тэхёна. Ким Тэхён побеждает в еженедельном опросе на вопрос: «С каким айдолом ты бы хотел покататься на велосипеде?» Это его 79-я победа подряд. Второе место. Это так интимно. Тэхёна ничто не остановит, если ему захотелось пошалить со своим любимым парнем. Ни нахождение на сцене во время вручения награды, ни грозный взгляд Намджуна. Любовь, она в мелочах.
Тэхён в образе радуги просто идет по подиуму. Чонгук от одного взгляда потерялся в пространстве, начал судорожно проверять штанишки. Блин, я бы тоже не удержался на его месте. Первое место. Чонгук целует свою руку перед тем, как соприкоснуться с рукой Тэхёна. Грёбаный пакет. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.